Братишки и сестренки, а также друзья и зрители канала. Как вы знаете, 24.11 нам было установлено обновление «Разлом миров», который внес изменения в королевский континент, поделив все его земли на провинции, а также добавив по одному клайму на каждую такую провинцию. 3.12 нам также установили первый патч «Разлома миров», что не затронул баланс, но был нацелен на правки багов, что заехали с новым обновлением, правки интерфейса, а также визуальных эффектов. Но по большей части все было направлено именно на фракцию и корректировку ее механик, которые мы сейчас наглядно и рассмотрим, что и как будет работать. Но главное, нам добавят 3 дополнительных таймера осад крепостей на всех серверах, все время указано в UTC. Альбион Азия в 2.00, в 5.00 и в 19.00. Альбион Америка обзаведется таймерами в 5.00, 13.00 и 17.00. Альбион Европа получит дополнительные таймера в час, в 9.00 и в 23.00. Теперь поговорим обо всем подробно, предметно, с визуальной демонстрацией. Всем позитивного времени суток. Вы на канале EvilFluff, и мы начинаем. Should feel like an active conflict that ties together every part of Albion's world: the economy, travel, strategy, and combat. It should be the bridge between casual and large-scale PvP, a place where every player can make a meaningful impact regardless of their guild, gear, or level of experience. Данную вставку я сделал не просто так, чтобы не быть голословным и понимать, о чем я говорю в итоге. Я создал нового персонажа для рубрики с нуля до према за 24 часа и попробовал ним заработать на премиум фракционными войнами и активностями. Задумка у разработчиков была хороша, как я и говорил, но случилось именно то, чего я и боялся, озвучив это все в своем ролике с обзорами обновы с тестового об использовании зерговой тактики арчей, позволяющей им находиться в топовых местах рейтинга и держать локации с клаймами путем минимальных затрат на шмот, используя 4.1 предметы и устраивая максимальный масс гильдий в альянсе. По сути, это было объединение малых гильдий в один зерг, что забивал локу и прозонку в нее, с которой на то время почти никто не мог справиться. Но прежде чем узнать, что же вышло по факту, давайте познакомимся с новой, измененной и исправленной механикой фракционных войн. Весь королевский континент теперь поделен на провинции, которые состоят из нескольких регионов. В каждой провинции стоит по клайму. Чтобы увидеть таймера активности, нам нужно открыть мировую карту королевского континента. В правом верхнем углу выбрать отображение войн фракций, что позволит нам увидеть состояние провинций и их регионов. Регионы, что будут находиться в состоянии конфликта, будут выделены красным. При приближении карты слева внизу у нас будет название активностей и их условные отметки, что будут нам отображены на карте. Если максимально отдалить карту, мы увидим все в том же левом краю экрана время проведения контрольных проверок провизий и проведения возможных атак на крепости провинций. В условленное время оценивается количество собранных каждой стороной припасов. Если у защищающейся фракции больше всего припасов, она объявляется победителем и атака отражается. Если у атакующей фракции больше всего припасов, она объявляется победителем и начинается осада крепости. Как же зарабатывается эта провизия? В регионах с конфликтом одиночные и групповые лагеря подвергаются захвату разбойников. Нам нужно будет их уничтожить и открыть в таком лагере сундук, за открытие которого и будут начислены очки припасов, что будут учитываться в крепости провинции. Для того, чтобы получить сундук, вам не нужно набивать все самому. Достаточно просто постоять рядом в зоне лагеря, и вы получите доступ к сундуку и награде в нем, что способствует появлению халявщиков, по сути. Время восстановления таких лагерей фракций теперь стало случайным в определенных временных рамках, чтобы добавить больше непредсказуемости в доступность активных лагерей. Данное нововведение добавлено в первом патче. К тому же еще и бонус генерации припасов был увеличен для отстающей фракции, что теперь будет составлять 75% вместо 50% прежних. Активируется, когда фракция отстает от другой более чем на 30%. Таким образом пытаются приложить сухой помятый подорожник к малочисленным фракциям. Но только при условии, что они наберут 3000 припасов, что для форта Стерлинг и Бриджвача средне 12 подвигам Геракла. Поскольку данные фракции, кроме как бегать в своем городе, особо ничего и не могут, не говоря уже о захвате крепости. Также на локациях рандомным образом появляются фракционные сундуки, открыв которые будут давать припасы. Ну и, конечно же, контроль над форпостами будет генерировать определенное количество припасов в течение определенного периода времени. Выполнение этих действий в провинции, которая находится под атакой, будет генерировать припасы для нашей стороны, независимо от того, атакуем ли мы или защищаем эту провинцию. У каждой фракции может быть активна одна атака на провинцию красных земель и 2 атаки
на несмертельные локации. Атака прокидывается системой автоматически, в зависимости от итогов проведения атак на провинции. И здесь в патче номер 1 нам поправили прокидывание тех самых атак, которые сбивались при проведении профработ. На карте проведение атак можно увидеть благодаря красным маркировочным стрелочкам. Сама осада проходит довольно просто. Противник, что набрал достаточно очков припасов, переходит в состояние предосада, время которой теперь, к слову, сокращено до 10 минут, во время которой по древнекитайскому обычаю фракционные блобы меряются пиписьками и все такое. Затем наступает осада. Осаждающей стороне нужно проломить стены и захватить сердце крепости, центр, называйте как хотите, захватить которую нужно, пока действует таймер осады в центре экрана. Во время такой осады будут появляться тайники с оружием, что будут давать защищающейся стороне бафы к урону и прочее. А атакующим еще и замедлять шкалу атаки, таким образом давая больше времени для захвата крепости. Ну и в завершение у нас есть возможность быстро перемещаться к местам конфликта. Стоимость таких перемещений была уменьшена на 50%, что не может не радовать. С одной стороны, но с другой стороны это ведет к удешевлению стоимости различных фракционных товаров на самом-то деле. В целом это все для базового понимания, что же там будет происходить. Теперь хотелось бы перейти к подведению итога и мнению о новом обновлении спустя 10 дней. Пара слов о частых вопросах. Фракционные очки теперь начисляются за припасы и убийства других игроков. То бишь, если вы только открывали сундуки и не занимались убийством и сражениями с захватами, то и очков фракции вы получите мало. Чем больше вы убили игроков и захватили лагерей с форпостами, тем больше вам очков и насыплет. Все очки начисляются не сразу, а со временем. После того, как пройдет таймер атаки на клайм той провинции, в регионах которой вы были активны. В итоге мы получили довольно хорошую активность для новичков, что позволяет даже ничего не зная заработать на прем в течение 24 игровых часов, не используя подарочный прем на 3 дня. По сути, за неделю игры с нуля мы получаем прем на месяц в абсолютно безопасных тепличных условиях желтых земель. Ролик в рубрике выйдет на следующей неделе. Ссылочку добавлю позже. Из плюсов субъективно. Обновление также немного встряхивает устоявшуюся фракционную экономику и сделает ботоводство в желтых землях менее прибыльным. За что отдельный лайк и респект разрабам, хотя теперь и менее прибыльно гангать ботов в соло. Однако не думаю, что в красных землях будет процветать ботоводство, либо придется теперь охранять своих же ботов. Сделаю ролик, как протестирую и проверю данный игровой нюанс. Кто успел в начале фракции, смог неплохо заработать на маунтах фракций, хотя разрабы и говорили о подорожании вот тут. However, we've reviewed their balance both in terms of their spells and costs, and are making adjustments to help each feel more competitive. Но цены во фракционных магазинах остались прежними. Возможно, их изменят в дальнейших патчах, но пока, скорее всего, решили ввести регулировку за счет получаемых очков фракций, с возможным дальнейшим корректированием по их заработку, стараясь подталкивать игроков к более активным сражениям. Из минусов – непродуманность баланса фракций по численности игроков в них и дальнейшей возможности переливания очков фракций с учетом введения бонусов к зарабатываемым очкам. Неплохо бы подумать о введении временного лимита переходов между фракциями. К примеру, как с порталом, можно менять фраку раз в 7 дней во избежание возможных абьюзов заработка фракционных очков, если введут дополнительные бонусы начисления очков малочисленным фракциям для стимула вступать в них. Второй момент, если численность фракций не будет меняться, то по сути у нас будет 2 города-изгоя, которые будут мало интересны новичкам из-за невозможности игры под их знаменами. Также считаю, что от таких фракций новичков будет отталкивать зерговая тактика фракций, когда будут просто забивать вход на локацию, и у входа будет стоять фракционный ганг-пак, что будет гонять всех дотекающих игроков и малой группы. Ведь им придется ждать своей очереди на вход в локацию, а баф от неуязвимости дается лишь в том случае, когда вы подтвердили свою готовность войти в локацию, а не встали в очередь на вход. В общем, сырых моментов и недочетов еще много, и надеюсь, со временем их исправят. Итог. На данный момент лучшее из 3 Ctrl-C, Ctrl-V обновлений, на мой взгляд. Но, как по мне, опять-таки, пора бы уже и что-то новое привносить в игру далее. А то такое впечатление, что с уходом Робина новые директора в лице Биг Бо и Мишани свернули на кольцевую самокопирование, да еще и попали в колею. По итогу не могут выбраться из нее. По принципу, что я сам указывал в своих роликах, по предложению одного из зрителей, критикуй равно предлагай. Ссылочку оставлю в комментариях на ролик и мои комментарии с предложениями на морскую тематику. Кому будет интересно, послушайте и почитайте. Далее просто зачитаю изменения патча, ведь они не настолько глобальны, чтобы показывать что-то наглядно. Решена проблема, из-за которой транспортировка некоторых предметов обходилась гораздо дороже, чем предполагалось.
В первую очередь это коснулось дорогостоящих предметов, а также при путешествии в смертельно опасной провинции либо обратно в города. Дальность путешествия теперь будет определяться по провинциям, а не регионам, что справедливо распределит затраты по фракциям, тем самым сделав их дешевле. Путешествия из города в соседнюю несмертельную провинцию теперь будут бесплатными, чтобы исключить возможность платы за транспортировку непосредственно за пределы города. Цены были скорректированы в соответствии с этими новыми изменениями правил. Исправление для войны фракций. Исправлена проблема, из-за которой игроки могли использовать транспорт фракций для путешествий прямо к дружественным форпостам в смертельно опасных провинциях. Исправлена проблема, из-за которой осады крепостей, выигранные защитниками во время техобслуживания сервера, не вызывали атаки на соседнюю провинцию. Исправлена проблема, из-за которой группы продолжали отображаться как пункты назначения транспорта фракций при полном заполнении. Исправлена проблема, из-за которой путешествие через транспорт фракций в группу в смертельно опасной зоне могло перемещать игроков дальше, чем предполагалось. Исправлена проблема, из-за которой смена фракции лидером на другую фракцию могла привести к некорректному обновлению пунктов назначения транспорта фракций. Исправлена проблема, при которой бонусы фракций отображались в пределах городов. У мобильной версии исправлена проблема, из-за которой игроки, использующие виртуальный контроллер, не могли возобновить атаку на стены крепости, если ее прервали. Пишите свои вопросы, предложения и дополнения в комментариях. А можем там с вами, как всегда, просто пообщаться, либо что-то обсудить. Как всегда, отвечаю на все комментарии. Оценивать же данную работу своим все продвигающим лайком или же нет, решать только вам, друзья. Как и подписка на канал. Приятной нам игры и только позитива в процессе. Всех братишек и сестренок по-братски обнял и приподнял. До новых встреч!